Полундра, ребята, с вами капитан Роджер Хэп. Добро пожаловать на борт корабля пиратов губной гармошки. Сегодня у нас на горизонте гармоника East Top Pro 20, она же фрисон. Поднять паруса, мы начинаем. Фрисон означает дрожь, трепет. И, забегая вперед, этот инструмент действительно способен вызвать подобные чувства. Но обо всем по порядку. В комплект гармошки входит сундучок спереди, на котором мы видим наименование производителя, модели, тональности. В нашем случае это ключ до, а также текст, который говорит нам о том, что это. Внезапно диатоническая гармоника с 10 отверстиями. У нее пластиковая гребенка, медные платы, настрой-корректор и язычки из фосфорной бронзы. Относится данная модель к серии Professional. Причем занимает там одно из лидирующих мест судя по количеству условных баллов и позиционируется для игры рок-музыки. Подобная оценка напоминает оформление коробок-гармошек компании Pioneer. И, как выяснится в дальнейшем, это не единственное совпадение. Из описания на задней части упаковки узнаем, что гармошка настроена в компромисс-тюнинг. Кстати, бывает коробка двух видов. Маленькая и большая, что опять-таки отсылает к немцам. На большой также указано, что производит модель в 8 тональностях. В целом коробка отличная, информативная. Нравится, по всей видимости, новая Lowe East Top, сравните с предыдущим. Внутри спрятан еще один сундучок, на этот раз мягкий, на молнии. Учитывая стоимость инструмента в 1700 рублей на момент покупки, само наличие такого кейса в комплекте уже вызывает чувство уважения. Чехол добротный, на нем та же информация, что и на коробке, но в укороченном виде. А вот собачка в виде логотипа смотрится громоздкой. Но это все, как говорится, лирика. Переходим к самому инструменту. Ах да, в комплектацию еще и флаг входит. Ну, флаг, как флаг, что тут скажешь? Внешний вид инструмента напоминает смесь Pioneer Marine Band Deluxe и Pioneer Special 20. От Маринки достались 4 винта и открытые крышки. От Special все остальное. В целом зачет. Отмечу, что наименование ключа отображается как спереди, так и сбоку. И логотип сзади сотрется, то есть смоется волной, с меньшей вероятностью, чем на такой модели как T008K. Возвращаясь к материалам, выделю два занятных момента. Язычки гармошки не припаяны, как это можно было бы встретить на более старых моделях East Top, а вполне себе на заклепках, что облегчает эксплуатацию. Платы же соединяются с корпусом аж 8 винтами. Сложно сказать наверняка, но может в этом и кроется секрет отклика инструмента. Но об этом чуть позже. С эргономикой все не так радужно. В целом она в норме. Гармошка удобно сидит в руке. Но вот углы можно было бы скруглить, что опять отсылает нас к Special 20. Вот только Pro 20 относительно свежая модель, в то время как Special уже миллион лет. С другой стороны, Special сейчас почти в 2 раза дороже фрисона, так что мнение по поводу углов выглядит на этом фоне скорее придиркой. Звук. Вот где начинается тот самый трепет. Напомню, что цена гармоники 1700 рублей, за эту стоимость сейчас много ожидать от звучания не следует. Однако китайцы, а East Top это китайская компания, если кто не знал, так и смогли меня удивить. А я на своем веку, а точнее веках много чего повидал, хотя у меня и век-то нет. И ох-охо, гармошка звучит, и звучит неплохо. По тембру больше напоминает Сузуки, видимо из-за схожих язычков. Так что это теплый, округлый, слегка мягкий тембр, но он есть. И он хорошо слушается, а главное в гармошке отсутствуют странные лично меня слегка раздражающие частоты, которые можно было услышать на East Top Lucky 13. Обзор по ссылке выше. Послушайте. Короче, звук зачет. Тем более, повторюсь, это не то, что ожидаешь услышать за такую цену. С откликом дела обстоят немного похуже. Но лишь совсем немного. Воздухопотерь больше, чем на вышеупомянутых Pioneer, но в целом приемлемо. Тем более, если поправить ГАП и ситуация улучшится и станет нормально. Ранее я упоминал некий секрет, связанный с откликом. Так вот это он есть за эту стоимость. Инструмент играбельный, это главное. Подводим итог. Комплектация, дизайн, отклик хорошо. Звук, материалы отлично. Возможно, для более низких тональностей дела обстоят похуже, но дошка по крайней мере выдерживает любую критику. Итак, китайцы смогли. Кажется, это первый инструмент от соседей, к которым отсутствуют сколь бы то ни было серьезные нарекания. С радостью сам бы играл на такой модели, если бы 300 лет назад не помер. И ох-охо, вот такие дела, а на этом все. Опустить якорь. Попутного ветра, карамба.